по магистрали колонной по два. По обеим сторонам дороги располагались советские доты с противотанковыми пушками. У деревни Ельня шоссе спускалось в глубокую лощину к реке. Дождавшись, когда танки спустятся в низину, советские артиллеристы открыли огонь. Развернуться танки не могли, и на дороге образовался затор. В результате вся передовая колонна была уничтожена. В составе немецких войск находилось 4 батальона французских добровольцев. У Бородина фельдмаршал фон Клюге обратился к ним с речью, напомнив, как во времена Наполеона французы и немцы здесь вместе сражались против русских. На следующий день французский легион ринулся в бой, но не выдержал даже первой советской контратаки и был полностью разгромлен. Уцелевшие французы отошли в тыл, а затем их отправили на запад. Приказ командующего Жукова был однозначным – продолжать упорную оборону на Можайском рубеже. Каждый день, выигранный в этих боях, давал возможность подтянуть из глубины страны к Москве еще одну часть. За 5 дней немцам удалось продвинуться всего на 300 метров. Дивизия Das Reich несла огромные потери. Большинство командиров убиты или получили ранения. Немцы попытались сломить сопротивление защитников Москвы шквалом огня. Иван Макуха, курсант Подольского артиллерийского училища. От прямого попадания в ДОТ нас сбивало с ног взрывной волной, осыпало бетонными осколками, из глаз и ушей выступала кровь. Получив подкрепление, немцы усилили натиск. 13 октября пала Калуга, 16 октября Боровск, 18 октября с Бородинского поля отступила и дивизия Полосухина. Величайшим напряжением сил удалось остановить врага у рек Протва и Нара, но к этому времени Жуков успел укрепить фронт. Донесение штаба 57-го немецкого танкового корпуса из района Можайска. Последние бои за овладение русскими позициями были самыми ожесточенными за весь период кампании в России. Потери в танках с начала операции до середины октября сильно возросли. Немцам, первым оказавшимся около Москвы, теперь мало кто завидовал. Москва защищалась всеми доступными средствами. В сторону фронта для проведения заградительных работ направили 8 отрядов. Они минировали Московское шоссе, Подольское, Старокиевское, Киевское, Можайское, Звенигородское, Ленинградское, Дмитровское и другие. Были заминированы все мосты, возводились заграждения на железных дорогах. В общей сложности более 150 минных полей преграждали путь немецким войскам к Москве. Вокруг столицы устраивались лесные завалы. В лесу бригады по 5-7 человек, работая на расстоянии 50-70 метров друг от друга, подпиливали сосны, которые, падая в сторону возможного движения танков противника, образовывали непроходимые препятствия. Справка. Общая площадь лесных завалов вокруг Москвы составила 53 185 гектаров. Это примерно 5 на 105 километров лесных площадей. Тем временем армии, окруженные у Вязьмы и Брянска, не капитулировали, как того ожидали немцы. В котле советские части дали свой последний бой. Для
борьбы со сражавшимися частями Красной Армии немцам пришлось выделить 24 дивизии из тех, которые в это время должны были уже наступать на Москву. Командир 7-й танковой дивизии вермахта фон Функ. Последовавшие после окружения русских бои относятся к числу самых тяжелых, какие только приходилось вести дивизии. Целые гренадерские взводы уничтожены до последнего человека. Сломить сопротивление окруженных частей немцам удалось лишь после недели боев. На двух советских фронтах под Вязьмой и Брянском сражалось 580 тысяч человек. 130 тысяч из них убиты, ранены и пропали без вести. Значительная часть войск оказалась в плену. Из окружения вышло около 85 тысяч человек. Командующего Брянским фронтом Еременко, получившего тяжелое ранение, самолетом эвакуировали в Москву. Погибли командующий 50-й армией генерал-майор Петров, командующий 24-й армией генерал-майор Ракутин. Оказались в плену командующий 20-й армией генерал-лейтенант Ершаков, погиб в немецком концлагере, командующий 32-й армией генерал-майор Вишневский, освобожден из концлагеря в 1945 году, восстановлен в звании с возвращением всех наград. Был ранен и попал в плен командующий 19-й армией генерал-лейтенант Лукин. Лукин Михаил Федорович освобожден из плена в 1945-м. Когда об этом доложили Сталину, тот сказал Коневу: «Передайте Лукину благодарность за Москву». На личном деле Лукина рукой Сталина написано «Преданный человек». В звании восстановить, по службе не ущемлять. Стояла середина октября. В то время как основные силы группы армий «Центр» заканчивали ликвидацию окруженных советских армий, Жуков подтягивал все новые части к Москве. Начались осенние проливные дожди. Позднее неудачи октябрьского наступления немцев на Москву стали объяснять исключительно погодными условиями. Однако раскисшими дорогами пользовались обе армии. И если немцам они мешали наступать, то Красной армии они мешали обороняться. Из воспоминаний Катукова. Даже 34-ки садились днищем на междуколейные бугры. Экипажи прилагали нечеловеческие усилия, чтобы вытащить застрявшие боевые машины из грязи. Штабные автомобили шли на буксире у танков, иначе бы им не пробиться. Сам генерал-фельдмаршал фон Бок называл причиной своей неудачи недооценку способности противника к сопротивлению, а также его резервов. Трудности распутицы он упоминал тоже, но лишь как один из пунктов. Наступление немцев приостановилось. В этот момент, когда казалось, что самое страшное для Москвы уже позади, в городе началась паника. Еще 15 октября из Москвы в Куйбышев эвакуировали ЦК партии, большинство министерств, посольства иностранных государств. А на следующий день часть предприятий города закрылась, готовясь к эвакуации. Многие рабочие остались без работы. На рассвете началась эвакуация учреждений. По распоряжению Кагановича прекратил работу метрополитен, и его начали готовить к взрыву. Из парков не вышли трамваи, не открылись магазины и булочные. Улицы, ведущие на восток, заполнил автотранспорт. Из разных частей города потянулись толпы людей. Вражеская авиация усилила налеты на столицу. Активизировались шпионы и провокаторы. Началось разграбление магазинов. Обстановка требовала принятия срочных мер. 17 октября по радио выступил первый секретарь Московского горкома Александр Щербаков. Он заверил жителей, что Москву не сдадут. Силами войск НКВД в течение дня в городе восстановили порядок. Москву объявили городом на осадном положении. Везде выставили посты, проверяли документы на вывозимые ценности. По приговорам военных трибуналов многих паникеров и расхитителей расстреливали. Всех уволенных москвичей вернули на работу, а по городу развесили огромные афиши с предстоящими концертами в Москве Любови Орловой.
На многих горожан такое объявление подействовало успокаивающе. Если назначено выступление любимой актрисы, то положение